Орхидеи фаленопсис. Пересаживать или нет сразу после покупки из покупных горшков? Если нет, то сколько времени могут находиться в покупном горшку орхидеи? Как поливать орхидеи, которые мы оставили в покупных горшках? Какие условия должны быть для их содержания? Надо ли обрабатывать от насекомых? Что делать с орхидеей, когда она закончила цветение? Что делать с ее старыми цветоносами? Что орхидее надо, чтобы снова зацвести? Через какое время это может произойти? Есть ли стимуляторы, которые помогут для этого растениям? Сколько времени нужно для нового цветоноса и цветов орхидеи от предыдущего цветения? На эти и многие вопросы я постараюсь ответить в этом видео. И всем доброго дня, меня зовут Станислав, и вы на канале Орхидеи дома. Это видео во временных рамках снималось на протяжении полугода. И мною специально были заказаны орхидеи от цветашки для этого эксперимента, который я снимал на протяжении полугода и хочу сейчас вам показать. И главная задача этого эксперимента – зацвести эти орхидеи, которые вы видите, 4 штуки, не вытаскивая из покупных горшков. Ведь очень много обладателей таких прекрасных цветов, как фаленопсисы, просто-напросто не знают, как их пересаживать, какой уход должен быть за ними. И много других вопросов, про которые мы только что с вами проговорили. Так вот, на примере этих 4 орхидей я и хочу вам рассказать, что, как и почему. И как вы видите, одна орхидея будет цвести на 2 цветоноса, одна орхидея на 1. У третьей орхидеи прекрасная корневая, и я думаю, что в ближайшем летнем цветении она обязательно зацветет. И только одну орхидею придется пересаживать и, скорее всего, что наращивать корневую систему для ее дальнейшего нормального развития. А сейчас переносимся в 17 сентября 2023 года. И по ходу видео, конечно же, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии, делитесь ссылкой на видео со своими друзьями. И, конечно же, я жду кучу вопросов, на которые всегда с радостью готов буду ответить. А также делитесь своим опытом выращивания орхидей в покупных горшках. Ну, давайте теперь перейдем непосредственно к самой посылке, которую я получил сегодня. И в этой посылке должно было быть 5 орхидей, но в последний момент садовник предупредил, что придет только 4, и 5-ю мне отправят на следующей неделе. Кстати, из этих 5 орхидей именно вот эту 5-ю я ждал больше всего. Почему? Потому что она должна быть самая, так сказать, свежая по цветению. А все остальные орхидеи я покупал уже как от цветашки. Вот, давайте посмотрим, как же упаковали их. Значит, смотрите. Они все очень крепко держатся. То есть, они не болтались. То есть, упаковка от садовника прекрасная. Сразу хочу сказать, что заказывал я интернет-магазин «Зеленая хата». И в этом магазине я уже не раз заказывал. И в очередной раз вижу, что упаковка отличная. Сейчас я поставлю на паузу, уберу весь скотч, поставлю эти орхидеи и вернемся. Ну вот, распаковал я. Значит, очень хорошо еще
упаковали вот в этом месте, смотрите, бумага и потом скотч, так чтобы посадка не болталась и все, что было в горшке, не высыпалось. Очень удобно. Не, ну понятно, что кое-что просыпалось, но в целом, как бы, я считаю, что доехали они отлично. Итак, что же за сорта пришли? Еще раз скажу, что все орхидеи я покупал уже как уценка, потому что они уже были как отцветашки. И я не гнался сейчас за красотой. Я их покупал, так как знал, что здесь хорошие корни, листья. И при следующем цветении я смогу использовать цветы этих орхидей для опыления других цветов. Итак, это у нас пришел попугай вот такой. Смотрите. Ну, понятно, что он отцветает. Да, когда надо было вытащить. Но я пока мест не вытаскиваю. Сейчас я объясню почему. Значит, кто-то уже догадался, наверное, что это Лека Фантастик. Следующая малышка Sunset Live. Вот такой вот. А этот хоть и отцветашка, но есть еще один бутончик. И надеюсь, что я смогу продолжить его цветение, и какое-то время он меня еще порадует. И вот такой вот нежный биглипчик. Нижние цветы, конечно, уже завяли, но размер цветка довольно-таки хороший, где-то примерно 7-7,5 сантиметра. И я надеюсь, что я получу хорошее потомство от него. Итак, почему я не снимаю сейчас вот эту вот оберточную упаковку? Значит, я сейчас сходу поставлю их в ванну и обработаю верх листьев и сами цветы средством от паразитов. После чего поставлю их на адаптацию и примерно сутки-двое буду смотреть на их состояние, на состояние корневой системы. Давайте сейчас посмотрим. Ну тут корешок прямо вот вылез даже. Ну да, корневая в принципе просматривается в каждом. Здесь даже очень вот Sunset Live хорошенькая. И биглипчик тоже пришел. Кстати, биглип самое больше, как вы видите, просит пить. И я посмотрю, значит, остальные поить сегодня не буду, а вот этот биглипчик сегодня через часик-полтора, возможно, даже немножко подпою. Итак, прошло еще 3 дня, продолжаем адаптировать наши орхидейки. Значит, пришло время следующей обработки против вредителей. И эту обработку следующую я проведу вот таким средством Oberon Rapid. Кстати, желающие приобрести такой препарат, под видео будет ссылка продажа Oberon Rapid. Можете перейти на нее и тоже заказать себе этот чудо-препарат от всех сокососущих вредителей. Итак, получается, что первая обработка у нас была от всех насекомых, и летающих, и ползающих, и прыгающих, а это непосредственно направлено на сокососущих. Это трипс, мучнистый червец и куча всевозможных клещей. Так вот, именно этот препарат прекрасно справляется именно с сокососущими насекомыми.
Значит, смотрите, когда я на литр делаю, я беру примерно 0,6-0,7 десятых миллилитра. Так как сейчас у нас в 3 раза меньше, значит 0,6, 0,7, 0,6 даже разделить на 3, примерно где-то получается 2,02 десятых. Так, добавляем. И обязательно сюда нужно будет добавить прилипатель. Я пользуюсь липосамом. Он недорого стоит в садовых центрах. Вот такой вот препарат. И сейчас я добавлю сюда липосама. Значит, у меня есть уже заготовленный вот такой вот шприцы. Значит, и примерно вот так вот 2-3 миллилитра липосама. 0,2-0,3 миллилитра липосама. Хорошо перемешиваем. И теперь обращаем внимание, чтобы этот наш препарат не выпал в осадок. Если он выпадет, если вы возьмете хлорированную воду там или очень жесткую, то есть вероятность того, что препарат может выпасть в осадок. Поэтому, когда вы будете его вот так вот перемешивать с водой или липосамом, обратите внимание. Ну, в нашем случае вот все нормально. Можно приступать к обработке. Значит, обработку я провожу по листу тщательно, так, чтобы полностью все растение у нас было обработано. Почему? Потому что именно действие Аберон Рапида такое, что этот препарат попадает под кожу растению и остается там. Когда вредители садятся и прокусывают, чтобы попить сока растения, они попадают, у нас получается, на Аберон Рапид, выпивают его и, соответственно, умирают. И то же самое сейчас сделаю с каждой из орхидей, чтобы не тянуть видео. И оставлю на 1,5-2 часа. Занесу сейчас в ванную комнату, так как там никого нету. И через 2 часа хорошо промокну все пазухи и точку роста вот здесь сверху салфеткой. Для того, что, ну, это на случай того, если останутся какая-то влага, жидкость, если стечет. Но мы добавили липосам, и обратите внимание, как жидкость легла на лист. То есть по всей вот так вот поверхности и не стекает. Я думаю, камера передает вам, да? Надеюсь, видно. То есть вот для чего добавлять сюда липосам. Ну что, на сегодня, я думаю, все. Продолжение будет. Прошел месяц с хвостиком, и я сейчас хочу показать, как же я поливаю эти орхидеи. И как и первый полив, так и все последующие будут проходить следующим образом. В их поддончики я буду наливать буквально 50-70 мл воды, и в течение 15-20 минут буду наблюдать. Если за это время орхидейка выпивает воду, естественно, я в эту орхидею буду воду добавлять. Если же она не выпьет, я со временем эту воду уберу. И пару слов сразу о содержании орхидеи. Значит, в течение
дня они получают от 12 до 14 часов света. Они находятся в температуре примерно 22-25 градусов и влажность воздуха от 45 до 60%. Итак, прошло 15 минут. Давайте глянем, значит, где лишняя вода. Как я уже сказал, я буду убирать. Да, кстати, почему я поливаю через низ? Потому что на 99% я уверен, что в каждом горшку здесь у орхидейки есть торфяной стаканчик. Тоже вот осталось. Видите, да? Корешки напитались хорошо. Стали темно-зеленого цвета. В общем, вот таким образом я буду их каждый раз поливать в те моменты, когда корешки у нас будут вот такого цвета. Ну, я имею в виду не наружные, а те, которые внутри. Внутри горшка, внутри посадки. Так что не прощаюсь, встретимся. И вот прошло 2 месяца с небольшим хвостиком. И наши орхидеи уже отцвели. Вот, кстати, попугай, тот, который я думал опадет самый первый, он, кстати, вот цвел дольше всего. Но и он уже, вот видите, да, цветочки засушил и цветонос тоже. Давайте сейчас я поменяю ракурс и мы посмотрим ближе эти орхидеи, что там творится с корнями. Ну, а так визуально смотрите, орхидеи чувствуют себя неплохо. Есть нижние корешки, у которых вот какой-то у этого попугая вот просто уже от старости отсох. И в принципе за это время я, как вам показывал, делал поливы только снизу и небольшие, там 30-70 грамм, наверное, ну плюс-минус. И смотрел по корешкам. Ну, а что касается цветоносов, 2 орхидеи засушили свои цветоносы. Это Лека, это попугай. А Биглип и Sunset Love у нас, получается, цветоносы не засушили. То есть есть вероятность того, что они разбудят какие-нибудь почки. Но это, я так думаю, не сейчас. Итак, сейчас я поменяю ракурс и посмотрим, что же у них в корневой. С корневой. Итак, поехали. Значит, это у нас Лека. С одной стороны корешки уже хотят пить, с этой стороны еще немножко можно подождать. Значит, смотрите, да, рост хороший корней, растит он новый листочек. Ну вот один и вот второй маленький, но уже когда второй пошел, уже этот сильно уже не вырастет. Но тем не менее, то есть мы видим небольшой рост. И на сегодняшний день я думаю, что кроме того, что мы обрежем вот эти цветоносы, которые он уже засушил, мы больше делать с ним ничего не будем. И я думаю, что мы продолжим. Вот и с этой стороны раскукленный корешок, и вот 2 корешка раскукленных. То есть растение чувствует себя неплохо. Тургор нижних листочков, правда, вяловатый, но верхние листочки очень хороший тургор. Итак, мы продолжим нижний полив, и пока эта орхидея будет у нас находиться в этом горшочке. Итак, фиолетовый биглипчик. Ну, с этим
история очень интересная произошла. Я отдельно попытался снять несколько видео, но которые я хочу собрать в одно. И история его следующая. Значит, вот обратите внимание. Сейчас одну секундочку возьму. Обратите внимание, вот это остатки от гриба. Да-да, обычные грибы выросли. Ну, как они выглядят? Ну вот, пожалуйста, посмотрите, как выглядит обычный гриб. Значит, я ничего особенного не предпринимал. Вот поэтому я уменьшил поливы. И вот поэтому у этой орхидеи немножко вяловатые листочки. Хотя верхние два, конечно, тургор хороший, но этот в принципе тоже неплохой. Но в целом получается, что для того, чтобы победить грибок, даже если мы все промоем, все пересадим, споры грибов все равно останутся, как бы мы хорошо не вымывали. Ну, а здесь мы можем наблюдать тоже новые корешки. Вот один, вот второй, вот там ниже я вижу третий. Раскукленные и с этой стороны один, второй. Ну, это даже, видите, пошел новый от старого, пошел в боковой корешок. И вот мы видим, что и пробиваются и новые молоденькие. То есть, в принципе, орхидея тоже себя чувствует неплохо. Ну, а грибы, я думаю, что мы поборем. Итак, Sunset Love. Значит, здесь у нас тоже с корневой все хорошо. Корневая, как вы видите, уже желает пить. Мы видим много раскукленных новых корешков. Вот два молодых пошли расти. Где-то я видел еще. Ага. Вот смотрите, и с этой стороны. То есть, видите, посадка в горшок, который сделал еще садовник, и орхидеи уже преспокойно больше 2 месяцев остаются в этой посадке, и здоровье их. Верхний листик, смотрите, какой прекрасный, большой, растет зеленый. Если у предыдущих двух мы смотрели, крайние листочки были не очень большие, то этот листочек, я вам скажу, что будет уже больше, чем предыдущий. То есть мы тоже продолжим такой же уход, полив снизу. И остается 4-я орхидея попугай, у которой мы тоже срежем засохший цветонос. И палочка уже нам будет не нужна. То есть и цветонос, и палочку мы отсюда уже убираем. Ну что, давайте посмотрим, какая ситуация у нас здесь. Значит, тоже орхидея растит. Вот новый, отличный, шикарный, молоденький листик. Он такой глянцевый, красивый, смотрите. Отличается, конечно, от предыдущих. Видите, да? Смотрите, как он блестит. Да, у орхидеи все нормально с корнями. Вот раскукленные корешочки, которые растут. Правда, растут вверх. Вот еще два с торчком прямо вверх. Ну и давайте заглянем, что же внутри посадки. А внутри посадки, внизу, вот видите, корешочки тоже хотят пить. Вот, кстати, еще один новый раскукленный.
И, как видите, орхидея чувствует себя прекрасно. Значит, смотрите, на сегодняшний день эти орхидеи я еще не удобрял. Единственное, что орхидеи получали, это при поливе я в воду, которую их поливал, я добавлял триходермин и фитодоктор. Важно то, что орхидеи не пересаживаются, орхидеи чувствуют себя нормально, орхидеи развиваются, и орхидей идут ростовые процессы и листьев, и корней. Ну что, беру паузу, через несколько дней продолжим. Так, прошло 4 месяца с момента получения орхидей. Значит, одна орхидея, которая у нас называется попугай, выпустила новый цветонос. И смотрите, как он уже вырос, уже, наверное, сантиметров около 20. Значит, по корневой системе как бы не богато, снизу есть остатки тех старых корешков, но есть несколько молодых, которые начали расти, освоивать, так скажем, горшок. И так как орхидея прекрасный тургор и даже выдала цветонос, вы понимаете, что состояние ее хорошее. Значит, орхидея Лека Фантастик. Тоже мы видим много раскукленных новых корешков. Значит, в глубине старые частично, как вы видите, пропадают. Но надеюсь, что новые молодые корешки займут их место. И сильно на этой орхидее тургор тоже хороший. И сильно потеря старых корешков не отразится. Следующая орхидея у нас идет Sunset Love. Значит, здесь, как вы помните, корневая была самая хорошая. Так она на сегодняшний день и остается. Тоже орхидея развивается хорошо. Здесь я оставлял цветонос. На цветоносе никаких раскукленных почек нету, но рост, как вы видите, и нового листочка, и новых корешков как бы присутствует. Тургор тоже замечательный, и все идет хорошо. И последняя орхидея, если я не ошибаюсь, это Big Lip. Да, тот, который фиолетовый. И здесь ситуация самая нехорошая. Ну, то, что тут два листочка отжелтили и отстарели, они еще пока не отрываются. Я чуть-чуть еще подожду. Значит, по корневой вы видите, внизу вот эти корешки, они погибают, они усыхают. Рост новых есть, но не такой значительный, как у предыдущих орхидей. Ну, как бы вот есть раз, два, три, 4 с этой стороны и 4, 5 с этой. Как бы 8 корешков, я думаю, что нормально. Но тургор листьев эта орхидея немножко теряет. Цветонос я тут тоже оставлял, никаких боковых почек она не выпускает, ну и в принципе рано. Я не знаю, почему вдруг попугай решил срочно выпустить еще цветонос и процвести. Итак, сейчас я хочу обработать эти орхидеи алоэ. У меня есть заготовленный сок перебитый вместе, не просто выдавленный, а перебитый вместе с листьями. Сейчас я вот так вот немножко расколочу, добавлю буквально грамм 50. И отправлю
пульверизатор. Или распылитель, как хотите, так и называйте. И сделаю хорошую обработку и снизу, чтобы попадало, и сверху этих орхидей по листу. И вот здесь вот по корням. И в конце даже я сейчас посмотрю, те, которые больше корешки хотят пить, я даже подолью в блюдечко этого раствора. И посмотрим, как подействует раствор и обработка алоэ на наши 4 орхидеи, которые, я напомню, мы специально не пересаживали из покупных горшочков для того, чтобы посмотреть, вероятно ли цветение и насколько оно быстро будет. Следующее цветение, если не пересаживать. Как вы видите, попугай нам уже доказывает, что это возможно, но он пока мисс один. Так, ну смотрим. Здесь, естественно, мы можем подлить. Здесь тоже корешки, как вы видите, уже серого цвета. И здесь мы тоже можем попоить. Следующая орхидея. Тоже нижние корешки, как вы видите, у нас тоже хотят пить. То есть у нас получится как бы двойная обработка и по корням, и по листу. И сейчас посмотрим на попугай на корне. Но здесь корни такие темно-зелененькие внизу. Его я по корням поливать, наверное, не буду. Я думаю, достаточно и такой обработки. Ну что, беру паузу еще на несколько недель. Не прощаюсь. Сегодня 15 февраля, и я хочу сделать вторую обработку алоэ. Эти обработки я считаю стимулирующие. Они провоцируют орхидеи на рост как корней, так и листьев, так и цветоносов. Вот смотрите, наш попугай уже начал ботанизировать тот цветонос, который выпустил. Как мы видели, в прошлый раз он был сантиметров 20, и сейчас вот он уже, наверное, все сантиметров 40. Значит, я возьму снова сок алоэ, но в прошлый раз у меня был этот сок не процежен, и пульверизатор, к сожалению, забился. Поэтому в этот раз я, наверное, все-таки сделаю такую фильтрацию, чтобы пульверизатор не выходил из строя. И сделаю вторую обработку алоэ. Получается, ну, практически через 3 недели. Алоэ у меня, кстати, обычный. Его еще называют древовидный. И сейчас я вам покажу вот листик. Смотрите, обычный древовидный алоэ, которым я пользуюсь уже на протяжении многих лет. И вот эти колючки, которые плохо перебились, и возможно еще какие-то частицы вот остались у нас на диске. То есть фильтрация прошла удачно. И сейчас я обработаю. Ну а по поводу названия, бабушка моя называла этот алоэ столетником. Ну вот, процедура будет та же, что и в прошлый раз. Очень обильно я опрыскаю наши орхидеи. И, конечно же, лишнее количество влаги, которое собралось с пазухи, уберу с помощью салфетки.
И давайте теперь посмотрим на наши орхидеи. Смотрите, очень обильно все прямо и снизу, и сверху, все в этом растворе. Надеюсь, что это сработает, как и с вот этой орхидеей, которая уже дала нам цветоносы. Вот такие начинают бутончики образовываться. Надеюсь, что и остальные подтянутся к ней, и через какое-то время мы с вами встретимся снова. Пока не прощаюсь и беру паузу. Надеюсь, на несколько недель. И вот сегодня 30 марта, и как я уже показал в начале видео, попугай у нас зацвел на 2 цветоноса, ну точнее один цветонос уже, как вы видите, распустил 7 цветочков, на втором 4 и возможно будут еще. Значит, Лека Фантастик у нас уже 1, 2, 3, 4, 5, 6 цветочков будет точно. Но больше я не просматриваю, чтобы были какие-то... Я имею в виду по поводу цветоносов. Корни, как вы и видите, и раньше. Все тут хорошо, все прекрасно. Sunset Love, корневая, как я уже сказал, замечательная. И я так думаю, что в мае, в июне эта орхидея в любом случае даст цветонос. В крайнем случае, если не даст, может быть, тогда я ее подкормлю каким-нибудь фосфорно-калийным удобрением. Ну и биглип подтвердил то, что биглипы очень такие привередливые и корневую, как правило, часто вот так вот сбрасывают, как и в нашем случае. И здесь нам придется, ну не нам, а мне придется немного побороться за корневую. Но вы видите, что он нарастил сверху много корешков, как бы даже и наращивать мне их не придется, просто я сделаю пересадку и возможно эту пересадку я и сниму и выставлю на канале. Ну вот такая история с этими 4 орхидеями. История, как я уже сказал, закончилась из 4 орхидей 3 цветоносами и 2 цветущими, то есть 50% у нас все-таки зацвели в горшках, которых мы покупали орхидеи. И наш эксперимент я заканчиваю. Ну вот, пожалуй, и все. Надеюсь на ваши лайки, комментарии, подписки. И, конечно же, делитесь ссылкой на видео со своими друзьями. Ну а на сегодня хочу сказать всем до новых встреч.